Пару месяцев назад в доме стали происходить странные вещи. Открываются-закрываются двери. А на прошлой неделе со стены сорвалась полка. А потом стали появляться надписи. Какие надписи? Угрожающего содержания. Один из наших постояльцев уверяет, будто видел ночью в коридоре второго этажа привидение. Вот как. Правда, накануне он выпил полбутылки вишневой наливки. Но в общем и целом все выходит так, что в доме завелось привидение. Понятно. В каждой старой усадьбе должно быть привидение. Точнее, легенда о нем. В общем, печальная история столетней давности. Да, у нас тоже есть. Правда, не такая старая. В 90-х в Садовом пруду утопилась молодая женщина. В поселке верят, что она ночью выходит из пруда и бродит вокруг усадьбы. А вы что думаете по этому поводу? Я не верю в привидения. Думаю, что кто-то хочет выставить меня сумасшедшей или довести до сердечного приступа. Но им это не удалось, правильно я понимаю? Нет. И они устроили несчастный случай. В общем, я хочу, чтобы вы узнали, кто и почему пытается меня убить. Вы можете жить в доме, сколько вам понадобится. У нас здесь вроде семейного пансиона. Мы сдаем комнаты тем, кто приезжает поохотиться. Леонид мой сын. Вместе со мной управляет пансионом. Здравствуйте. Макар? Сергей. Очень приятно. Он вам покажет комнаты. А за обедом вы уже сможете познакомиться со всеми остальными. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Этот насыщенный бордо тебе к лицу. Правда, я думал, что он подходит больше к дамам бальзаковского возраста. Серег, вообще-то это просто брусничный. Спасибо, Паша. Паша живет в поселке, а будни приходит помочь нам по дому. Лара, суп невозможно есть, и запах отвратительный. Мама, тебе кажется, суп нормальный. Не надо выгораживать сестру. Убери суп и подавай горячее. Лариса моя дочь. Салат По всем отменный, хозяйственным вопросам обращайтесь к ней. Не стой столбом, поздоровайся. Очень приятно. Извините, моя дочь. Иногда она забывает о манерах. Передайте, пожалуйста, соль. Да, конечно, пожалуйста. Спасибо. Вы не познакомились? Это Инга, моя жена, Сергей, Макар. А это... А этот молчаливый юноша Всеволод Лещинский. Приехал поохотиться. Можно просто Сева. Очень приятно. Леня сказал, вы журналисты? Да, журнал «Русская охота». Пишем цикл О старинных усадьбах и охотничьих хозяйствах. Да, у нашего дома прекрасная история. После обеда я покажу вам наш семейный альбом, а потом осмотрим угодья. Не думаю, что это хорошая идея. Простите? У Леонида слабое сердце. Жареное ему не показано. Положите ему цветной капусты, в ней много магния. Ольга Федоровна, Леня уже взрослый мужчина, он сам может решить, что ему есть. Мне кажется, простокваша и цветная капуста не лучший выбор для мужчины. Прошу меня извинить. Приятного аппетита. Спасибо. Мама, Ну, милый. Если когда-нибудь тебя мама все-таки женит, я думаю, она будет тебе разрешать и жареный картофель. Слушай, Бабкин, настройся на серьезный лад. За тебя. А вы знаете, что родовитые предки этого почтенного семейства через одного страдали психическими расстройствами? Ух ты. Прадед моего мужа закончил жизнь в психиатрической больнице, а до этого родного брата застрелил. И что же они не поделили? Тот собирался жениться на прислуге и тем самым уронить честь семьи. А у Шестаковых две страсти – семейная честь и охота.
Ой, знаете, даже ехать сюда боялась. Думала, ударит мамаша в голову голубая кровь. Того, глядишь, и пристрелит. Кого, сына? Меня. А труп спрячу в тайной комнате. Подождите, есть еще и тайная комната. Это семейное предание, что якобы где-то здесь, в поместье, есть тайная комната. Но я думаю, вранье. А еще в доме есть привидение. Ну, конечно, его никто не видел, но Шостакова утверждает, что иногда по ночам она слышит странные звуки. Но у нее непорядок с головой, я же говорю, у них это семейное. Она уверена, что ее кто-то хочет убить. А она кого-нибудь подозревает? Леню, Ларису. Ой, у них с Леней такой дикий скандал вышел из-за этого флигеля. Он хотел переделать его в гостевой домик, уже даже инвестора нашел. А Ольга Федоровна встала на дыбы и сказала, что, мол, только через мой труп, и с тех пор у нее что-то перемкнуло. Она уверена, что дети ждут не дождутся ее смерти, чтобы распоряжаться имуществом. Ну что, готовы к осмотру усадьбы? Да? Ну, тогда я не буду вам мешать. Макар, до свидания. До свидания. У вас очень красивая жена. Да, я ее очень люблю. Она раньше работала бухгалтером в московском отделении Анванты. Делала для нас налоговые отчеты, и мы тогда-то и познакомились. Ну, уже 2 месяца, как мы женаты, и Инга теперь живет здесь. Ну что, пойдемте. Я сейчас все уберу. Давай помогу. Лар. Лар, ну что случилось? Ничего. Просто у меня руки не с того места, голова тоже. Сядь. Это тебе мать сказала? Лара, ей просто удобно, чтобы ты так думала. Нет, ну она права просто. Все равно обидно это понимать. Мне, знаешь, иногда хочется, чтобы она умерла. Стыдно, да? Да ничего стыдного. Я вообще удивляюсь, как ее никто не прибил с таким-то характером. Леню терроризирует, тебя вообще держит за предмет домашнего обихода, типа кофемолки. Лара, ну ты не кофемолка, слышишь? Повтори. И не кофемолка. Ты помни об этом. У тебя кровь? Порезалась, наверное. Я же говорю, у меня руки не с того места растут. До революции дом принадлежал нашей семье. При советской власти дом отдали под коммуналку, и в каждой комнате жила семья, а после пристройки отчим расселил всех и приватизировал. И дом, и землю. А земли-то много приватизировал? Почти 1000 гектаров. Ух. Да, здесь великолепные охотничьи угодья, и при правильном положении дел можно получать очень неплохой доход. Послушайте, Леонид, скажите, а что это за история с привидением? Таня. Таня жила вот там вот, во флигеле. Работала зоотехником. Родила ребенка, но вскоре после этого утопилась в пруду. Флигель закрыли. Я хотел его перестроить и даже договорился с Козыревым. Козырев – это наш глава администрации. Но мама была категорически против. Они с Козыревым в давней ссоре. А, подождите, из-за чего? Понимаете, Козырев и мой отчим, мамин муж, были лучшими друзьями. Послушайте, может быть, Козырев был влюблен в вашу мать? У вас она и так красавица, а 20 лет назад-то? Нет, не в этом дело. Дело в том, что мама до сих пор не может простить Козыреву смерть отчима. Подождите, Леонид, тогда вы меня вообще запутали. А при чем тут Козырев? Понимаете, в 90-х годах отчим как раз работал главой администрации, а Козырев служил в милиции. Тут у нас были бандитские разборки, что-то касающееся продажи леса. И Понятно. Козырев втянул отчима в это дело, и его убили. Да, убийц тогда так и не нашли, а Козырев как раз вел расследование. Послушайте, это будет, репортаж будет просто бомба. Еще один вопрос. А вот эта вот Таня, которая во флигеле жила, она где-то здесь похоронена? Да, на нашем кладбище. Хотите посмотреть могилу? Конечно. Пойдемте. Мама ждет вас уже. Ксения Ильинична. Да? А мама вам говорила про голоса? Простите? Ну, мама слышит голоса, и она видела привидение. Только я вам не говорила ничего, ладно? Мам, Да.
Ксения Ильинична пришла. Прошу. Проходите. Хорошо. Добрый день. Так, здесь больно? Нет, Нет? нет. Ну что ж, повязочку несколько дней все же еще придется поносить, а в остальном вы молодец, очень быстро восстанавливаетесь. Голова больше не кружится? Нет. Ну что ж, может быть, неприятные запахи чувствуете? Или посторонние звуки? Может быть, голоса? А почему вы спрашиваете о голосах? Ну, ваше сотрясение мозга и галлюцинации, спутанность сознания – это могут быть вполне нормальные последствия травмы. В этом нет ничего страшного. Нет, я не слышу никаких голосов. А от успокоительного, которое вы мне прописали, у меня постоянная слабость. Ну, усталость и слабость в нашем случае – это вполне нормальное дело. Других неприятных симптомов нет? Ольга Федоровна, ну мне вы можете сказать? Ну, я же врач. Мне везде пахнет землей. Землей? Да, да, такой навязчивый запах. Как на грядках после дождя или у свежевыкопанной могилы. Когда я хранила мужа, из могилы пахло точно так же. И потом голоса. И я почти все время их слышу. Особенно ночью. Вот ее могила. Крылова Татьяна Вадимовна, 69-92. А вот это что такое? А это ритуал. Местные говорят, что привидение помогает женщинам в беде. Ну, если у кого муж изменяет или вообще ушел из семьи, то поможет. А Яновский наш егерь говорит, что даже приносит сюда пироги. Жаль, пирогов нет. А что-нибудь еще? Ну, говорят, что Таня по ночам сюда приходит плести венки. А если кто увидит ее, то вскоре умрет. Ну и прочую чушь. Понятно. Деревенский фольклор. Ну да. Ладно, опять этот запах, его невозможно есть. Он не ребенок, а наказание. Ничего не можешь делать по-человечески. Ты постирала скатерть. Лара, я спрашиваю, ты постирала скатерть? Мама, я не кофеволка! Лара, детка. Лара. Ты не заболела, детка. Я все это тебе говорю только потому, что желаю тебе добра. Вспомни, что случилось, когда ты меня не послушала, Лара. Детка. Все. Тихо. Ларочка, тихо. Шестаков сказала, что на нее полка упала. Чуть не прибила. Ага. Сереж, ты эту полку видел? Странно, что она на нее раньше не упала. Их, походу, делали при царе Горохе. Ты мне скажи, что там у нас с надписью на зеркале? Да никаких следов. Либо зеркало вымыли, либо вообще там ничего не было. Понятно. Послушай. Слушай. Может, видеонаблюдение установим, а? Макар. Сереж, если с ней действительно кто-то играет в привидение, мы его поймаем. А если это просто плод больного воображения Шестаковой, то сдадим пленку, получим гонорар и уедем с чистой совестью. И пусть они сами разбираются, что там с ней делать уже. В психушку отдавать или дома оставлять. Погоди. Мама звонит. Алло. Да, мам, привет. Нормально все. Ты не болен? И что, не тошнит и голова не болит? Да нормально все со здоровьем.
Кружится только от работы иногда. Тогда слушай меня внимательно. Значит, одна следующая женщина мне сказала, что ты должен найти полынь, сорвать ее, потом зашить в красную тряпочку и носить на шее. Мам, какая полынь, какая красная тряпка. Ну не перебивай ты меня, пожалуйста. Это же от сглаза. А полынь она с глаз убирает. Хорошо, нарву полынь, заверну ее в красную тряпку. Ну ладно. Хорошо, молодец. Я тебя целую, сыночек. Пока. Ну что, будем травку искать? Сереж, ты не начинай, а? Мама считает, что на меня порчу навели. Говорит, что если не сделаю оберег, скончаюсь в страшных муках. Я надеюсь, ты-то хоть в эту ерунду не веришь? Макар, я не могу верить или не верить в то, чему нет объяснения. Ты же сам знаешь, в мире много из того, чего нельзя объяснить. Есть много в мире, друг Гораций, что вашей философии не снилось. Походу, придется и тебе травки нарвать. А то, может, и на тебя порчу наложили, а мы не знаем. Извини, я не знала, что ты занят. Нам надо поговорить. Ну, конечно. Я понимаю, ты взрослый мужчина. Мам, да все в порядке. Нет, далеко не в порядке. Твоя жена тебя угробит. У тебя больное сердце. Тебе нужен режим, покой, диета. А ты начинаешь есть холестерин. Ездишь с ней на велосипеде. И потом, прости, пожалуйста, секс – это тоже серьезная нагрузка на сердце. Ты что хочешь, получить инфаркт? Мама, я бесконечно тебя люблю. Знаю. Но давай договоримся. Наши отношения с Ингой касаются только нас. Ну, разумеется. Ха, а чего, собственно, я ждала? С тех пор, как она появилась в нашем доме, мое мнение здесь ничего не значит. Мам, ну это не так, ну… Мам! Красивое место. Добрый день. Здравствуйте. Стрелять ходили. А вы, смотрю, по грибы. Да это я сегодня решил. Обычно под Рязань ездил, а вот сейчас решил здесь попробовать. Говорят, шикарная тут грибная охота. Я думаю, тут и рыбалка шикарная. Завтра хочу попробовать. Серег, ну ты аккуратней с рыбалкой-то, а то вдруг привидение выловишь. Слышали, у вас тут привидения водятся? Ну, насчет привидений не в курсе, но если очень повезет, можно повстречать Ксению Ильиничну. А Ксения Ильинична это у нас кто? Это местный врач. Из Петербурга перебралась. Работал там в какой-то очень хорошей клинике. И 2 месяца назад раз все бросил и сюда переехал. Зачем, почему? Никто не знает, что у нее там произошло. Интригующе. Действительно интригующе. Ни с кем не общается, ничего про себя не рассказывает, но, говорят, по утрам купается нагишом в Шостаковском пруду. Ух ты. Да, не скучно тут у вас. Ты только Нике не рассказывай, кто где купается. Нагишом в пруду. Мне тогда точно скучно не будет. Это девушка его. Ага. Пойми меня правильно, Марин. Деньги не мои. Кредит предоставлен администрацией. А платежи уже за полгода просрочены. Да, я понимаю, мы заплатим, Эдуард Михайлович. Уж постарайтесь. Жду до конца месяца, а дальше не в защите. Спасибо, Эдуард Михайлович. Ты чего, Паш? Ты чего? Не бойся, ничего нам не сделает. Давай, иди-ка, покорми кур. Давай, иди. Привет, красавицы! Явился наконец. Явился. Козырев только что приезжал. Говорит, у вас платежи по кредиту просрочены. Не заплатите, говорит, придется ваш дом на продажу выставлять. Да шиш ему с маслом, а не Да, то. ты сам это Козыреву скажи.
Идея с кредитами твоя. Почему я должна с ним объясняться, пока ты по бабам шляешься? Да нет у меня никаких баб. Что думаешь, я дура? Что, не понимаешь, что ты к докторше ходишь? А, смотри-ка. Спасибо, что у тебя ее платок в кармане, а не лифчик. Я ее до Шестаковых подвозил, она в машине оставила. Неужели, если бы я с ней спал, я бы платок в карман прятал? Так ты куда навострился-то, а? По бабам пойду. Слышь, Арсений, я не шучу. Узнаешь, что ты опять к ней ходил, убью обоих. Картинка смазанная. Сереж, потому что не нужно было своими пальцами объектив хватать. Да ладно, не надо грязи, Илюша. Ничего не хватало. Не хватал. Ну-ка. О. Нужно было просто резкость настроить. Знаешь, что я думаю, Серег? Мне кажется, на Шестакова никто не покушался. Не, ну если она хочет видеонаблюдения, она его получит. Ты думаешь, она сама с лестницы упала? Не исключено. Хотя, с другой стороны, если Шестаков помрет или окажется в доме престарелых, Лень тут быстро все переделает на свой вкус. Кстати, а кто-то из них точно врет. Либо Леня Шестаков, либо его жена. С чего взял? Я проверил. Московский филиал фирмы «Анванта» открылся как месяц назад. А вот полгода назад, когда якобы там работала Инга, его не существовало. Слушай, надо бы побольше вообще разузнать про эту его Олеговну. Может, она не только про работу врет, а? Помнишь, Шестакова говорила, что все эти всякие странности в доме стали происходить именно тогда, когда появилась Инга Олеговна? Сереж, я бы слова Шестакова делил бы напополам. Пока ничего сверхъестественного и необычного я не вижу. Никто не умер. Шестакова. Мам, ты в порядке? Что случилось? А почему я должна быть не в порядке? К чему весь этот переполох? Мамочка, мы слышали крики, мы перепугались. Ничего не случилось. Я задремала после обеда, очевидно, вскрикнула во сне. Вот и все. Мам, давай я тебе дам успокоительное. Я возьму, если понадобится. Мне кажется, успокоительное требуется скорее тебе. И вообще, уходите, уходите. Я должна остаться одна. Идите. Макар, останьтесь. Подождите. Она была в моей комнате. Стояла вон там. Кто? Женщина. Женщина. Это была женщина в белом платье. А вы ее узнали? Нет, нет. Я не успела ее разглядеть. А она как, просто стояла или что-то делала? Она пыталась меня убить. Тише, Ольга Федоровна, успокойтесь, успокойтесь. Она пыталась меня убить, я закричала. И она просто исчезла. Вот, осталось только это. Это может быть зацепкой, доказательством. Макар. Ольга Федоровна, к сожалению, вот это не может быть зацепкой. Вы успокойтесь, мы во всем разберемся. Отдыхайте, прилягте. Пойдем.
Так больно, когда нажимаю? Ой. Что? Да не, нормально, нормально. Вам не скучно в лесу-то, Ксения Ильинична? Нет, не скучно. Здесь больно? Да вроде нет. А то бы съездили со мной в город. Там по дороге, у речки, место красивое. Вот не понимаю я вас, Ксения Ильинична. Опять нет. Может, счастье свое упускайте, а? Счастье, Арсений. У меня будет, когда ты перестанешь время мое рабочее отнимать. Ну почему же отнимать? У меня сердце болит, а вы сразу. Да что ж это такое? Яновский! У тебя сердце на прошлой неделе вообще справа было. А сегодня в области желудка упало? Ну... Одевайся. Других жалоб нет? Есть. По ночам плохо сплю. Все об вас думаю. Советую больше о жене думать. Может, и спать лучше будешь. Не поможет? Настойка пустырника или валерьяны. И вот, направление в город на ЭКГ. Так я это... Следующий. До свидания. Сереж, послушай, в общем, с камер стало понятно, что к Шестаковой в спальню никто не входил, окна были заперты изнутри. Поэтому это просто плод ее воображения. Ну зачем все это она придумала? Это покушение, Чего? Камера не всегда фиксирует привидения. Сереж, я тебя прошу. Я читал. Так, скажи мне, зачем дамам в нежном возрасте от 70 и выше писать заявление в полицию, что кто-то ограбил их почтовый ящик? Послушай, Шестакова просто упала с лестницы. Ее никто не сталкивал. Конечно, ей хочется думать, что ее кто-то столкнул, а не вовсе то, что она стала старой и ноги не держит. Все, Серёнь, я в Москву уезжаю завтра. Не понял. А Шестакова? Да что ты заладил со своей Шестаковой? Все, дело закрыто, покушения нет. Сереж, хочешь, оставайся. Сходишь на рыбалку, на охоту. Тем более давно хотел. Тем более за все заплачено. Пусть. Понимаешь, а меня Левитин попросил там в одном дельце помочь. Ты чё? Что это во флигеле? Ничего себе. Нет, один я здесь не останусь. Пошли. Интересно. Давай. Ты куда? Ося! Ты давай здесь, я там проверю. Давай. Давай, помогай, ищи. Давай, ищи. Ося. Макар! Подожди. Бабкин, ты чё? Серый, ты где? Серег, ты чё фонарь-то выбросил? Я видел своими глазами. Серег, ты с ума сошел? Мы с тобой этот флигель сверху донизу прочесали. Если ты ее видел, куда она делась? Да почем я знаю? Сереж, ты... Слушай, держи фонарь, пойдем еще раз проверим. Не, никуда не пойду, Макар. Если ты... Серег. Пожалуйста, я видел то, что видел, и если ты хочешь сам, пожалуйста, я здесь тебя подожду. Серега, ты что, боишься? Ничего я не боюсь. Просто не вижу смысла снова туда ходить. Сереж, только не говори мне, пожалуйста, что ты веришь во всю эту ерунду. А ты что, серьезно думаешь, ничего подобного не существует? Не существует, Сереж. Все это бред, все это больное воображение. Все эти бабки-ешки, все эти привидения, все эти инопланетяне. Вот если бы 100 лет назад кому-нибудь показали мобильник, он тоже подумал бы, что это бред и больное воображение. Ладно, я остаюсь. Что? Не еду в Москву. Буду тебя охранять. Чтоб ты тоже умом не тронулся, как Шестакова. А то вдруг еще синих чертей увидишь. Ты ничего я не видел. Никаких синих чертей. Сереж, ну, все только начинается.
Борька, ты что, сдурел, что ли, а? Ты что, опять привидение мерещится? Да ничего мне не мерещится. А ты что не спишь? Ничего. Ося вон скребется у меня под дверью. Полчаса. А? Надо выгулить. Так давай я... Иди спи уже, а? Мне все равно не спится. Пойдем. Иди спи давай. Простите. Вы в порядке? Да, кажется, в Интересно. порядке. Что все это значит? Вообще-то вас стреляли. Кто бы это мог быть? Я совершенно точно знаю, кто. И кто же? Это Марина Яновская. Жена здешнего егеря. Давайте помогу. Спасибо. За что же она убить-то вас хочет? Считает, что у меня роман с ее мужем. Понятно. Хороший повод. Побудьте пока здесь. Так. А вот и вторая. Ксения Ильинична, никого же не убили, не ранили, так? Ничего себе, никого не убили. Ну, как говорится, нет тела, нет дела. Да вы что, не понимаете, что эта женщина уже угрожала Ксении Ильиничне? Ну, за угрозу у нас уголовная ответственность не предусмотрена. А выстрел в лесу? Кстати, где доказательства, что стреляли в Ксению Ильиничну? Да вы... Может, он, этот человек, он в воздух стрелял? А знаешь, сколько тут ружей такого калибра? Почти у каждого в поселке. Вообще-то есть баллистическая экспертиза на минуту. Я в курсе, но к твоему сведению, для этой самой экспертизы нужны основания. Труп, ранение на худой конец. У меня ни того, ни другого. Да вы поймите, что появись я на секунду позже, Ксения Ильинична была бы уже мертва. Как вас там? Макар Андреевич? Ты статью писать приехал? Так вот и пиши. А в мои дела не лезь. Ясно? Ясно. У вас все? Свободны. Да уж, полиция у вас тут отлично работает. Да, они у нас горят на работе. Послушайте, Ксения, я вот хотел спросить, почему вы переехали? Вы же вроде из Питера, да тут вдруг такая глушь. Так сложилось. И вообще, знаете, Макар, я вам очень благодарна, что вы сходили со мной к участковому. И за то, что проводили, тоже спасибо. Дальше я как-нибудь сама, и вы и так на меня полдня потратили. Так, Ксения, вы только не обижайтесь. Не хотите, можете не рассказывать, но до дома я вас все-таки провожу. Значит, пишете статьи? Да. И думаю, это будет бомба. Привидение, стрельба. Боевик. О привидении вам сказала Шестакова? А с чего вы взяли? У нее галлюцинации. И это следствие травмы. Ух ты, еще и галлюцинация. Точно будет бомба. Слушайте, ну вот про галлюцинации не слышал, а видел, как она принимает какие-то препараты. Это же вы и прописали. Да, я. И я не понимаю, почему всех так интересует состояние здоровья Шестаковой. А кого всех? Всех это... Вас и Козырева и... Не, ну я-то журналист. А Козырев
подождите, Козырев, он же глава администрации. Да, верно. И он задавал точно такие же вопросы, что и вы. Очень интересно. И что же вы ему ответили? Что состояние пациента – это врачебная тайна. И вам я могу повторить то же самое. Понимаю. Клятва Гиппократу. Гиппократа. Козырев ждет, не дождется, когда я умру. Считает, когда меня не станет, сможет уговорить детей и продать дом. Он что, хочет купить дом? Да, дом, лес, всю усадьбу. Хочет лишить нас всего. Ага. Вот и мало что. Из-за него я лишилась мужа. Интересно. Здравствуйте, я журналист. Меня зовут Макар Ильюшин. Я вот статью пишу. Хочу написать о Шестакова и ее муже. Я слышал, у вас тут какие-то убийства происходят. Так, уходите. Приехали охотиться, милости просим. Хотите писать про усадьбу? На здоровье. Но ворошить прошлое из глупого любопытства не стану. Слышать о Шестакове ничего не хочу. И обсуждать смерть ее мужа и этой бедной девочки не намерен. Всего доброго. Подождите. Спасибо. Здорово, Сереж. Привет. Как дела? Не клюет пока. Слушай, в общем, разговорил я секретаршу Козырева. Подлей. И она мне сказала, что Козырев на самом деле хочет купить усадьбу Шестаковых, а дети Шестаковой, Леня и Лариса, рассказали, что их мать в последнее время сильно сдала и что у нее с головой что-то не в порядке. Поэтому, скорее всего, они сами скоро смогут всем вот этим распоряжаться. Имеется в виду, что Шестакова признают недееспособной? Именно. Поэтому Козырев и интересовался здоровьем Шестаковой и Ксении Ильиничны. Серег, у тебя клюет, по-моему. А знаешь, что занятно? Дело о самоубийстве Тани Крыловой и дело о муже Шестаковой, которого, кстати, застрелили в тот же день, когда Таня утонула, вел один и тот же человек. Козырев. Так. И что интересно, что оба дела пропали. Ну, якобы пропали. Когда архив ремонтировали. А вот теперь клюет. Давай, давай. Сорвалась? Куда же ее дело, а? Слушай, Серег, ты мою кофту не видел? Какую? Мою любимую. Ну-ка, встань. А, цвета насыщенного бордо? Нет. Сколько тебе раз говорить, не насыщенное бордо, а простой брусничный. Посмотри, куда Ларис пошла? К Севе. Точно. Куда же ее дело, а? Сахар? Угу. Сев, это не то, что ты думаешь. Просто порезалась. Ты не просто порезалась, Лариса. Ты себя наказываешь. Понимаешь, когда человек хочет себя подсознательно за что-то наказать,
Вот он и начинает биться о углы, подворачивать ноги. Но пойми, Лариса, тебе совершенно не за что себя наказывать. Я желаю смерти собственной матери. По-твоему, это нормально? Ты желаешь освободиться, а это не одно и то же. Мы должны довести начатое нами дело до конца. Только тогда твоя жизнь изменится. Только давай сразу же договоримся. Парапсихология не оперирует такими понятиями, как привидение. Можно? На самом деле, привидений не существует. Привидение, Лариса, это то, что привиделось. Это тонкие, малоизученные материи, с которыми мы и работаем. Ну, ты готова? Внимательно посмотри на эту фотографию. Не волнуйся, у тебя все получится. Просто сосредоточься. Внимательно смотри на мой кристалл. Дыши спокойно. Размеренно. Ты чувствуешь, как внутрь тебя проникает приятный, теплый свет.